Серия природных катастроф охватила планету. Болгария утопает в наводнениях, Балканы засыпаны снегом, Ирландию сотрясает шторм Эми, а Филиппины борются с тайфуном Матма. Обо всем этом и не только в сегодняшнем выпуске. Здравствуйте, друзья! И начнем сразу с катастрофического наводнения, которое обрушилось на популярный болгарский курорт Елениты в Бургасской области, превратив идиллический поселок в зону бедствия. В ночь на 3 октября средиземноморский циклон принес в юго-восточную Болгарию рекордные осадки, достигавшие 200-250 мм за несколько часов. В горах Старопланина ливни перешли в мокрый снег, усилив сток воды в реку, протекающую через Елениты. Река вышла из берегов, создав цунами-подобную волну высотой до 6 метров, которая обрушилась на поселок. Улицы, отели, парковки и жилые комплексы оказались под водой глубиной до 1-2 метров. Более 40 автомобилей были унесены потоками в Черное море. Некоторые машины позже вынесло на берег волнами. Затоплены десятки отелей, ресторанов и спортивных комплексов. В соседнем Свите-Влас полностью уничтожен местный спортивный центр. Повреждения затронули не только Елениты, наводнения зафиксированы в Несебре, Солнечном береге, в Приморско, Царево и самом Бургасе. Трагедия унесла жизни 3 человек, еще один числится пропавшим без вести. Спасено не менее 60 человек, включая туристов. Среди эвакуированных 6 женщин, которых сняли с крыш затопленных зданий. Все пострадавшие находятся в центрах временного размещения, им предоставлено все необходимое. Общее число эвакуированных превышает сотни. Школы в Несебре и Бургасе закрыты, движение общественного транспорта парализовано. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, направив спасателей и армию в пострадавшие районы. Электроснабжение в прибрежных зонах отключено для безопасности. Елениты, Свите-Влас. Людей топит там снизу вообще сильно. Машины. Раннее вторжение зимы произошло на Балканах. Мощные снегопады засыпали горные районы Сербии, вызвав массовое отключение электричества, блокировку дорог и транспортный коллапс. Эпицентром снегопада стал хребет Копаоник, крупнейший горнолыжный курорт страны, где толщина покрова превысила 50 сантиметров, а на вершинах и вовсе достигла 70 сантиметров. Засыпал снегопад и соседние страны. На северо-западе Болгарии, в горах Старопланина, выпало до 30-50 сантиметров и до 40-50 сантиметров в Боснии. Мокрый снег стал настоящим бедствием. В Сербии без света остались 50-70 тысяч домохозяйств в более чем 20 муниципалитетах. Под тяжестью снега обрушились деревья, вызвав повреждение более чем 200 километров линий электропередач. Движение на дорогах парализовано, закрыто 15 трасс, сотни автомобилей застряли. Аналогичная ситуация в Боснии. 30 тысяч человек остаются без электричества, перекрыта трасса к Сараево. В Болгарии в Ловечии без света остались 10 тысяч, часть дорог перекрыта из-за заносов. В Сербии объявлено чрезвычайное положение. Для спасения жителей задействовано 500 спасателей, более 100 единиц техники было направлено на расчистку дорог. Аномальный снегопад стал результатом мощного холодного фронта, который 1-2 октября проник с востока в Центральную Европу и Балканы, опустив температуры на 10-15 градусов ниже нормы. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, именно столкновение холодного арктического воздуха с теплым средиземноморским циклоном стало причиной таких обильных осадков. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе.
То, что должно было стать зрелищным празднованием Национального дня КНР, обернулось настоящим кошмаром для тысяч зрителей в городе Люян. Во время дронового шоу с пиротехническими эффектами 2 октября сотни беспилотников обрушили на толпу искры и тлеющие угли, словно метеоритный дождь. Это привело к возгораниям травы и растительности и панике среди зрителей. По предварительным данным, дроны запускали пиротехнику на слишком низкой высоте. В результате заряды не успели полностью сгореть в воздухе. Вместо этого горящие частицы посыпались вниз, накрывая зрителей, палатки и зеленые зоны. Это привело к нескольким очагам возгорания, которые, к счастью, были оперативно потушены прибывшими через несколько минут пожарными, не допустив распространения огня на близлежащие здания или лес. Обошлось без пострадавших, зрители отделались испугом. Вторая часть шоу на следующий день прошла по упрощенной программе. Власти города решили исключить из программы всю пиротехнику. Популярный прибрежный район Солт-Хилл в Голуэ стал эпицентром разрушительной мощи шторма Эмми, который обрушился на западное побережье Ирландии в пятницу 3 октября. Огромные волны, достигающие нескольких метров в высоту, с ревом обрушивались на берег, перехлестывая через променад и вызывая хаос среди местных жителей и туристов. Власти Голуэ приняли превентивные меры задолго до пика шторма, объявив оранжевое предупреждение. С утра пятницы были закрыты парковки, а также все парки и лесные зоны в районе. Шторм привел к массовым отключениям электричества. По данным на вечер пятницы, около 184 тысяч клиентов по всей Ирландии остались без света. По всему округу зафиксированы подтопления на дорогах и падение деревьев в городских парках. Вчера утром тайфун первой категории Матма вышел на северо-восточном побережье острова Лусон в провинции Исабелла, вызвав мощные ливни, штормовые ветры и угрозу наводнений. С максимальными порывами до 215 км в час и осадками свыше 200 мм шторм привел к эвакуации тысяч жителей, отключением электричества и отмене сотен рейсов. По данным Филиппинского атмосферного, геофизического и астрономического бюро, пострадали десятки муниципалитетов, а ущерб инфраструктуре оценивается в миллиарды. К вечеру 3 октября тайфун ослабел до сильного тропического шторма, но власти предупреждают о сохранении рисков до 5 октября. Вчера вулкан Суваноси-Джима, находящийся на одноименном острове в северной части Рюкюских островов, проявил себя серией последовательных извержений. Выброшенный столб пепла достиг высоты 1800 метров над кратером. Вулкан известен как один из самых активных в Японии. С 1949 года кратер Отаке демонстрирует почти непрерывную стромболианскую активность с периодами затишья, но перерывы длятся меньше 3 месяцев. Высота вулкана достигает 796 метров над уровнем моря. Остров, второй по величине в архипелаге Токара, имеет население около 84 человек и доступен только по паромной переправе из города Наканосима. В четверг на юге Филиппин в городах Давао и Каяган-де-Оро вспыхнули крупные пожары, уничтожившие сотни домов и заставившие эвакуироваться около 900 человек. В Давао пожар начался в прибрежной зоне, где расположены десятки тесно стоящих домов из легких материалов. Огонь быстро распространился на 5 деревень, подпитываемый сильным ветром, и достиг 4-го уровня опасности. Пожарным удалось взять его под контроль только спустя 3 часа. По данным СМИ, уничтожено около 400 домов. В это же время власти сообщают, что полностью сгорело 179 домов, около 800 тысяч человек эвакуированы. В Каяган-де-Оро пламя охватило от 17 до 20 домов, сделанных из легко воспламеняющихся материалов, и бушевало 2 часа. Без жилья осталось до 120 человек. Пожарные подчеркивают, что огонь быстро распространился из-за плотной застройки. Пожар уничтожил не только дома, но и личные вещи, оставив жителей в руинах.
Причины пожаров расследуются, рассматриваются как неисправная электропроводка, так и поджог. Коста-Рика, несмотря на начало сухого сезона в октябре, столкнулась с аномальными осадками, спровоцированными взаимодействием холодного фронта из Тихого океана и остатками тропической активности. Интенсивные дожди обрушились на провинцию Пунта-Аренас, вызвав масштабное наводнение в городской зоне Кепос и соседних районах. За 24 часа выпало до 150-200 мм осадков, это в 3-4 раза больше нормы. К вечеру вода затопила ключевые улицы города, в том числе районы у реки Баранкас. Низменная местность и слабая ливневая система значительно осложнили ситуацию. Вода поднялась до 1,5 метров, парализовав движение на Интерамериканском шоссе. Аналогичные наводнения затронули Эспарсу и Монте-де-Оро, где реки также вышли из берегов. Всего от стихии пострадало свыше 200 человек. Согласно отчетам комиссии по чрезвычайным ситуациям Коста-Рики, наводнение было спровоцировано тропическим циклоном и влиянием центральноамериканского вихря, который принес до 300-400 мм осадков за сутки в прибрежные районы Тихоокеанского побережья. Одно из сильнейших наводнений в современной истории произошло в Судане. Основной удар стихии пришелся на столицу Хартум и прилегающие районы. В результате экстремальных ливней в верховьях Нила выпало беспрецедентное количество осадков – до 200-400% нормы сентября. Уровень реки Нил и его притоков поднялся до критических отметок, затопив жилые кварталы, сельскохозяйственные угодья и инфраструктуру. В северной части Хартума уровень воды поднялся до 2 метров, затопив более 50 деревень и жилых зон. Из опасных зон эвакуировано около 20 тысяч человек. Закрыты мосты через Нил, движение на ключевых трассах парализовано, власти Судана ввели красный уровень тревоги в 6 штатах и запросили помощь у мирового сообщества. Столицы Гватемалы и прилегающие муниципалитеты оказались во власти мощного ливня с грозой, градом и порывистым ветром. Интенсивные осадки, достигавшие 100-150 мм, за несколько часов привели к затоплению улиц, обвалам грунта, падению деревьев и серьезным пробкам. По данным Национальной координации по снижению последствий бедствий, пострадали сотни жителей, а ущерб инфраструктуре огромен. В столице Имикска на ключевых автомагистралях уровень воды достиг 1 метра. В районе колонии Ла Комунидад улицы превратились в реки. Десятки домов оказались затоплены. Из-за падения деревьев зафиксированы отключения электроэнергии. Сошедшие в окрестностях оползни заблокировали несколько дорог. Согласно данным метеорологов, непогода была вызвана комбинацией тропической волны и высокой влажности из Тихого океана. К утру 3 октября уровень воды начал спадать, но власти предупреждают о рисках новых подтоплений в ближайшие дни. Правительство продлило оранжевый уровень погодной опасности для столичной зоны до 7 октября. Провинция Гилиан в северном Иране столкнулась с катастрофическим наводнением из-за интенсивных ливней. Согласно отчетам Иранской метеорологической организации, ливни были спровоцированы тропической волной с Каспийского моря, которая принесла до 310 мм осадков в Бандар-Анзале. Это один из самых высоких показателей за последнее десятилетие. В городе и прилегающих районах вода поднялась до 1 метра, затопив жилые кварталы и ключевые дороги. В результате наводнения затоплено около 100-135 жилых зданий, а также школы и коммерческие объекты. Из низинных зон эвакуировано более 200 человек. Транспортное движение парализовано. Закрыто несколько мостов через реки Шилман-Рут и Газан-Рут. А на трассе, связывающей Анзали с Раштом, образовались многокилометровые пробки.
В соседних районах Шафт и Фуман уровень рек поднялся, но обошлось без значительных подтоплений. Власти объявили чрезвычайную ситуацию, направив в пострадавшие районы спасателей и технику. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые события. И до завтра.